США предлагают отказаться от Крыма, КНДР готовится к наступлению, а в России создадут нефтяного монстра. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Коммуникация налажена, Трамп встретится с Зеленским. Россия готовится к наступлению на Запорожье. Польша говорит о реструктуризации помощи Украине. Что за новый политический ландшафт? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Оккупанты продолжают усиливаться на юге Украины. Об этом можно судить из публикации советника мариупольского мэра, который утверждает, что россияне перебрасывают технику и личный состав через оккупированный город. Полигоны активно работают, откровенно продолжается ротация и доукомплектование подразделений, отведенных с линии фронта, что указывает все же на снижение по количеству именно новых прибывших. Действительно, запорожское направление остается одним из самых горячих на фронте. За сутки до 200 обстрелов только там совершают оккупанты. Об этом пишет глава Запорожской обладминистрации. Трамп встретится с Зеленским. Подготовка к этой встрече уже началась, говорит украинский министр иностранных дел, подчеркивая скорость, с которой дипломаты перешли к действиям. Діалог між президентом Зеленським і президентом-електом Трампом. Диалог между президентом Зеленским и президентом-электом Трампом уже налажен и установлен. Скорость проведения телефонного разговора между ними является прямым свидетельством прямого диалога между главами государств, который уже существует и продолжается. Уже обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, и, как я сообщал ранее, было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи. Это то, что я могу сказать по состоянию на сейчас. Но, с другой стороны, резонансное заявление сделал главный стратег республиканской партии, которая цитирует BBC. Он назвал Крым недосягаемой целью. Крыма больше нет. У нас есть новости для Зеленского, который говорит, что Украина прекратит войну только после возвращения Крыма. А мы поговорили об этом с экспертом, что это могло бы означать и свидетельствует ли это о давлении на Украину с целью заморозки боевых действий. В тот момент, когда было решение Конституционного суда и были изменены положения Конституции в отношении территории Российской Федерации, и Российская Федерация считает равнозначными области 4 Украины и Автономную Республику Крым, которую вписала в свою конституцию, она фактически вот эту возможность люфта или обмена территорий, в отношении которых она осуществляет контроль оккупационный, она убрала со стола переговоров. Соединенные Штаты могут предоставлять военную помощь для осуществления цели деоккупации территории Украины всей, кроме Автономной Республики Крым. Тогда мы говорим о том, что действительно они видят, что с точки зрения стратегической безопасности, допустим, концепция ядерной безопасности Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым содержатся какие-то объекты, в частности, система раннего оповещения о ракетных угрозах, и Российская Федерация с точки зрения, опять же, своей стратегической безопасности никогда на подобную уступку не пойдет. Поэтому они нам говорят о том, что вот мы вам будем предоставлять помощь на деоккупацию всего, ну вот кроме Крыма. А Крым останется как бы территорией, по отношению к которой мы будем возвращать его или будем прилагать усилия, связанные с его возвращением под суверенный контроль Украины, исключительно дипломатическим путем. Мне тоже не кажется правдоподобной эта версия. Минюст США обвинил Иран в подготовке покушения на Дональда Трампа. По информации американских властей, обвинения предъявлены заочно агенту Корпуса стражи Исламской революции Фархаду Шакири, который, по данным следствия, возглавлял сеть сообщников для организации заговоров Ирана на территории США. Ранее Шакири проживал в Штатах, но был депортирован в 2008-м. Сейчас его местоположение неизвестно, но 2 его предполагаемых сообщника были задержаны. Шакири получил поручение от КСИР разработать план убийства Трампа в октябре 2024 года. Ему было дано 7 дней на исполнение задания. Это покушение, вероятно, связано с местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в 2020 году в результате удара США по приказу тогдашнего президента Трампа. Эти обвинения появляются на фоне ожидаемой жесткой антииранской позиции Трампа, который, по сообщениям, планирует ужесточить санкции против Тегерана, в частности, ограничить экспорт иранской нефти.
Россия планирует объединить крупнейшие нефтяные компании «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл» в единую государственную корпорацию. Об этом пишет The Wall Street Journal, и по их данным это позволит создать второго по величине производителя нефти в мире после саудовской «Арамко». Цель объединения – увеличить доходы от экспорта нефти в Индию и Китай, а также эффективнее противостоять западным санкциям. Ключевую роль в переговорах играет глава «Роснефти» Игорь Сечин, давний соратник Владимира Путина. Однако вопрос в том, кто возглавит объединенную компанию, остается открытым. Среди возможных кандидатов также рассматривается Александр Дюков, руководитель «Газпромнефти». Для Путина такая консолидация несет определенные риски. Разделение нефтяных компаний на отдельные вотчины позволяет избегать чрезмерной концентрации власти в рамках одного руководителя. Но, тем не менее, с такой корпорацией вынуждены будут считаться на мировом рынке. И мы поговорили об этом с экспертом. А если представить, что не будет отдельно Роснефти, не будет отдельно Лукойла, сможет мир дифференцированно подойти к вопросам санкционных ограничений? Тут же получается, если ты всю структуру, которая однородная, поддаешься воздействию санкций, то она, как однородная структура, полностью выпадает из тех мелких вопросов, в которых, допустим, участвуют такие независимые добывающие компании, как Лукойл, которые позволяют в том числе выживать и отдельным странам Восточной Европы. Для клиентов Китая, того же Индии, они могут всегда попытаться найти более сговорчивого продавца на российском рынке, в сравнении, допустим, с той же Роснефтью. Или, допустим, в Роснефти сформирован, или в ее структурном подразделении, сформирован танкерный флот, теневой танкерный флот, но в Лукойла его нет. И объединение усилий, в котором преуспела каждая отдельная компания, допустим, по отношению к Лукойлу санкций нет, в отношении Роснефти есть танкерный флот, в Газпромнефти вроде непрофильный актив для Газпрома, поэтому пусть занимаются исключительно только газом. По большому счету создаст просто очень крупного субъекта, который лишит возможности работать с ним по разным условиям. В Польше собираются пересматривать политический ландшафт в связи с ситуацией с безопасностью в мире и Европе в частности. Об этом говорит Дональд Туск. Говорит, собирается организовать ряд встреч, чтобы запустить такое обсуждение. В ближайшие дни мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожий взгляд на геополитическую и трансатлантическую ситуацию в Украине. В ближайшее время мы можем ожидать визита президента Франции в Варшаву, премьер-министра Соединенного Королевства или моего визита в Лондон. Мы все еще обсуждаем это. Через несколько дней мы примем генерального секретаря НАТО. Я также посещу Стокгольм и встречусь со скандинавскими и балтийскими лидерами. Все, конечно, будет происходить в контексте новых вызовов, стоящих перед нашей Родиной, всем регионам, Европейским Союзом и западным сообществом. Вместе с тем, Польша предоставила Украине помощь на рекордную сумму, близкую к 5% ВВП страны. Включает в себя более 350 танков, 2500 БМП, сотню бронетранспортеров «Росомаха», свыше 100 самоходных артиллерийских установок, более 30 «Градов», 14 истребителей МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24, десятки разведывательных БПЛА и сотни дронов «Камикадзе», множество зенитных и противоракетных комплексов, 100 миллионов единиц боеприпасов и 20 тысяч комплектов Starlink. Северная Корея снова глушит GPS-сигналы в приграничных регионах, что вызывает серьезные опасения у Сеула. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что перебои в работе GPS наблюдались в городах у границы, начиная с пятницы. Эти действия нарушили работу десятков гражданских самолетов и нескольких судов. Сеул выпустил предупреждение для воздушного и морского транспорта вблизи западных пограничных районов, но не уточнил, каким образом Пхеньян вмешивается в работу GPS-сигналов и не детализировал масштабы помех. Подобные выходки не новые. В мае 2024 года Северная Корея уже предпринимала попытки глушить GPS-сигналы в районе островов в Желтом море. На сегодняшний день не произошло никаких крупных авиационных инцидентов, но помехи GPS могут поставить под угрозу коммерческие авиакомпании, летающие в условиях плохой видимости, и это является нарушением международных конвенций о безопасности навигации.
Глушение сигнала и северокорейские шары с мусором, которые они запускают на юг, могут угрожать безопасности международного аэропорта Инчхон, основных транспортных ворот Южной Кореи. Сеул предостерегает Северную Корею от дальнейших провокаций, подчеркивая, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.